32 миллиона гривен на ремонт городских больниц в Дружковке. Проект, разработанный мэрией, одобрил Государственный фонд регионального развития. За эти деньги планируют не только отремонтировать здания и закупить оборудование, но и благоустроить территорию. Успеют ли освоить бюджет до Нового года, узнавала Мария Сергеева. Кладут кафель, меняют батареи, утепляют стены. Сразу в 2 медучреждениях Дружковки идет капитальный ремонт. Работы начались в сентябре. В городской больнице номер 2 строители уже заметно продвинулись. Сразу всю канализацию поменяли. Вы понимаете, сколько ей лет. Воду, отопление. Все очень хорошо, красиво и делается. Пациентов временно разместили в ближайших медучреждениях. В детском инфекционном отделении строительные работы выполняет местный подрядчик. Здесь оборудуют 4 современных бокса на 12 коек и общие 8-местные палаты, рассказывает главврач. У нас будет новое и постельное белье, и кровать, и стулья, все, что нужно больному, и сантехника поменяется. В горбольнице номер 1 отремонтировали крышу, установили новые окна, заменят и двери. Сейчас утепляют фасад. Бюджетные деньги, которые удастся сэкономить на отоплении, планируют потратить на медоборудование, говорит главврач. Для отделения офтальмологии город его уже закупил. Это позволит выполнять сложные операции. Installation современный витря-комбайн, он позволяет эти операции проводить, то есть если микроскоп позволяет нам увидеть, что происходит в глазу, то этот аппарат позволяет нам войти и сделать все то, что нужно удалить. Больницы ремонтируют в рамках совместного проекта Горсовета и Государственного фонда регионального развития. Около 30 миллионов сводный бюджет по 2 больницам. Мы выделили средства своей софинансирования 3 миллиона, в том числе на приобретение мебели, некоторого оборудования. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем уже завести и это оборудование для того, чтобы можно было уже с Нового года показать фактически новую обновленную больницу для всех горожан. Ремонт длится 3 месяца. Работы уже выполнены на 85%. Чтобы успеть освоить деньги до конца финансового года, строители трудятся в 2 смены. В запасе у них еще декабрь. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, телеканал «Донбасс».